Здравствуйте, меня зовут Цветкова Елена, Тимур опять у меня в гостях, и сегодня я покажу вам массаж туйна, восточные техники мануальной терапии и иглорефлекс-терапию, точнее акупунктуру, как она есть в восточном стиле. Итак, массаж туйна и все манипуляции делаются в одежде, поэтому мы сейчас разогреем рабочую поверхность, так сказать, и начнем уже свои манипуляции. С каждым разом усилия делаются чуть побольше. Эффект растирания. С одной и с другой стороны. Очень важно не надавливать на сам позвоночник. Используем ребро. Если не хватает усилий, помогаем себе другой рукой. Движения при растирании усиленные, для того, чтобы разогреть внутренние мышцы. От пояснички мы начинаем работать тыльной стороной руки, как бы прокатывая и усиляя свои движения второй рукой. Примерно от 6 до 10 таких вот движений, повторений. Все движения стараемся завершать массажные поглаживания. Теперь от каждого остистого отростка мы начинаем при помощи одного пальца, если у вас достаточно давления одного пальца, можно их соединить вот так вот и отодвигать ткань, либо надавливать пальчиком на пальчик. Для того, чтобы высвободить остистые отростки. И уже дальнейшие манипуляции, чтобы не создавали микротравм в мышцах. Достаточно глубоко. Да, то есть при надавливании двумя руками получается достаточно глубоко. Лопаточка. Ну, азиатов у них всегда в одежде и всегда глубоко. Да. Все массажи у них такие. Разогреваем лопатку и у угла лопатки делаем повторное надавливание. Чтобы высвободить ее движение.
китайцы изобрели массаж, и в частности такую культуру, как туйна. Туйна относится к восточным техникам, которые использовались еще до нашей эры, да, то есть 4-5 век создания системы Усин, как мы ее знаем сейчас. Китайцы это уже делали до нашей эры. Разогреваем лопатку. Находим ее край и пальчиком делаем отодвигающее движение. Болезненно? Ну, чувствительно, но я такое люблю. Теперь, что касается шеи, мы сейчас начнем работать шеей, опять же, разогревающими движениями. Здесь мы используем стандарт, когда идет прощипывание, достаточно глубокой трапеции, переминание одной руки и второй, которые заходят к подзатылочной части. Да, это классное движение. Если вы видите, у меня пальчики должны белеть, то есть оно достаточно усиленное. Берем руку. И потихонечку начинаем оттягивать. Проминая, тут упор локтя должен быть вот в эту вот область, ни в коем случае не надавливая, а просто оттягивая. Одной рукой мы тянем плечо вниз, второй рукой мы надавливаем на затылочную часть. И с другой стороны. То есть мы защипываем и в этом месте проминаем полностью мышцу, как бы скользя вверх. Теперь проработаем затылочную часть. Это делается несколькими движениями, либо, опять же, мы работаем пальчиком в брюшках соединений малой и длинных мышц. Либо мы работаем двумя.
теперь серединную часть. Здесь мы уже работаем локтем, да, то есть берем локоть и в соединении от 6 и 7 позвонка начинаем достаточно усиленно давить. И просим нашего пациента подышать. Вдох, выдох. И с выдохом начинаем углубляться еще больше. Вдох, выдох. Угу. И еще один вдох, выдох. Угу. Здесь также между 6 и 7. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Угу. И также проходимся по всей спине, вплоть до нижних ребер. То есть между остистыми отростками, не надавливая на позвоночник. Примерно на расстоянии 2 пальцев, это называется 1 цунь в китайской медицине. То есть измерение идет в цунях. 2 пальчика от позвоночника. Тут существуют биологически активные точки, на которые устанавливаются иглы для того, чтобы они давали импульс. И мы можем на них воздействовать как пальцами, так и локтями. Тоже делаем вместе с дыханием. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Находим мышцу, которая достаточно спазмирована. Тут мы будем работать локтем в 3 проекциях и в 3 векторах. То есть серединная, под ребро и под тазовую кость. Тоже локтем. Вдох, выдох. Угу. Нога поднялась. Больно? Ну так, 6,5 где-то. Сейчас мышцы расслабятся. И станет мягкой. Вот, мы можем наблюдать, что мышца стала мягкой. Она расслабилась по сравнению с левым боком. Да? То есть тут плотно, а тут все уже достаточно мягко. Что мы делаем с копчиком? Мы его тоже отодвигаем. Как и в любых мануальных воздействиях, тоже это отодвигается, кладется рука, тыльная сторона на копчик и делается небольшие такие толкательные движения, то есть выталкивающие. И переходим на другую сторону. Сейчас мы перевернемся на бок, ко мне спиной. Вот эту руку себе под голову. Нога прямая, а эту мы оставляем как бы лежать. Да, мы сейчас не будем делать скрутку. Мы подвытянем бок, вот эту руку. Можно то, что мы расслабили. Сейчас мышцы поясницы, мы сейчас еще их растянем. Да? Не помню, делали мы так в прошлый раз, но сделаем сейчас. И выдох. Еще вдох. Не делали, я бы помнил. Второй вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Я помогаю себе рукой здесь и здесь. То есть я не просто тяну руками, а я полностью отодвигаю тело. На другую сторону нужно будет перевернуть. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. И еще вдох.
После этого можно сделать безопасную скруточку. Садимся ко мне спиной. У нас все мышцы разогреты, они будут двигаться у нас. Ко мне чуть поближе. Ручки. Вот так, ножки пошире. Ага. Вставляем. Просто руки лежат. Расслабились и со мной. Чуть пониже. Рука лежит. Со мной вдох. Проверяем напряжение в мышцах, которое осталось с какой-то стороны. Где больше, слева или справа. Ручки за голову. Цепочку. Голова вниз. Локти вниз. Расслабились. Чуть подтянули шею. Расслабляемся и на меня. Еще. Сцепку вниз. Локти сжали. И к животу. Сделали вдох и выдох. К животу. Хорошо. Так, что мы будем делать дальше? Дальше в области шеи мы поработали, и теперь будем работать с ногами, но пока пациент у нас отдыхает, мы установим ему иголки, которые расслабят у нас дополнительно трапецию, потому что напряжение еще осталось, и расслабят мышцы шеи. Сейчас покажу как. Обязательно обрабатываем место, где мы будем работать. Используем одноразовые иглы. Это называется метод сухой иглы. Вместе с методом тигра и дракона. Как ощущение? Ну, да нормально, ощутимо, но Ну, не так болезненно, да? Как нет. Не так страшно. Что-то у меня рука дергается. Значит, попали туда, куда надо. Для чего мы делаем иголки? Иголки делаются не только для того, чтобы расслабить триггерные точки, да? Иголочками иногда работают с триггером, а иногда работают с нервным импульсом. То есть наша цель сейчас, как говорил Тимур, слева мы попали в нерв, и сейчас импульс у нас пройдет полностью по всей руке. Она будет либо неметь, либо чувствительной, либо проявлять какой-то импульс. А справа тоже сделали? Да, Справа вообще не почувствовал. А слева прям... мастерство. 3 года в деле. На шее мы используем специальные иглы, гораздо тоньше, чем обычные. То есть тут с большими мышцами я работаю большими иглами, а на шее мы используем уже иглы потоньше. Наверное, лучше будет вам лечь. Как дела? Нормально.
Ноги сами дергаются, либо от игл. Сами. Не от игл. Ну просто я напряжен чутко, сосредоточен. А надо расслабиться. Мгм. Может быть болезненно. Мы сейчас используем экстра точки, которые нужны для расслабления психосоматических состояний. Это седативные точки. Через 10-15 минут они непроизвольно будут давать импульс именно в головной мозг для расслабления и успокаивания. Также используем точку. Да, эта точка малоприятная, но она влияет на нашу эндокринную систему, потому что мы не выяснили до конца, какие заболевания нас мучают, поэтому мы просто улучшим эндокринную систему. Дальше одна из точек между 6-м и 7-м позвонком. Не глубоко устанавливается в этой области. И как дела? Нормально. Примерно вот так. Я думаю, этого достаточно для первого раза. определенно. Больнее всего в макушку. А сейчас они чувствуются? Ну вот которые в макушке, да, даже как будто отдает как-то от нее куда-то в нос. Так, дальше поработаем с ягодичкой. Сейчас все ощущения уйдут, то есть если иголочки установлены правильно, все ощущения проходят. Начнем работать с ягодицами и с ногами, и потом уже замкнем нашу систему. Тоже работаем локтем. Вдох, выдох. Будем дальше мучить. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И еще один вдох и выдох. Уделяем особое значение пересечениям 3 меридианов. Здесь проходит у нас 3 меридиана примерно на расстоянии 4 пальцев. За костью находится точка достаточно чувствительная, называется Сан-Индиао, соединяет меридиан печени, легкого и селезенки. И это, например, нужный импульс для людей с отеками. У кого достаточно большие отеки, на нее можно воздействовать. Также идет стимулирование, допустим, почек или стимулирование печени. На этой ноге тоже определяем 4 пальчика. Вот она находится, эта точка. Болезненная, Тимур? Да, но нормально. Ага, не сопротивляемся. Или болит нога? Ну, у меня палец больной именно на эту А. стороне. Хорошо.
Все. Давим ножкой. Сильно? Расслабляем. Нет, не сильно. Еще давим. Расслабляем. И еще. Расслабляем. Да, заметили, теперь она лежит прямо у нас. Я похож на ежа сейчас или как? Интересно, На ежа? как со стороны это выглядит. Не знаю. Нет, наверное, не на ежа. Но на детеныша дикобраза. Тоже нормально. Продавливаем. И одновременно тянем носочек. Тянем ножку. Расслабляем. Тянем. Расслабляем. И еще тянем. Расслабляем. Отлично. Вернемся посмотреть, как у нас дела, и пройдем фазу стимуляции. То есть даже такого короткого действия иголок в 10 минут достаточно для того, чтобы полностью расслабить триггерную точку и дать импульс абсолютно всей мышце. Этим хороша работа с иголками, но это не главное. Нам главное воздействовать на те точки, которые взаимодействуют полностью с организмом и со внутренними органами. Они в основном находятся у нас на позвонках, то есть на выходе спинномозговых нервов в остистых отростках. То есть они находятся где-то в этой области. Сейчас стабилизируем работу позвоночника, крестцового отдела. Мы их уберем. Процедура бескровная, только в некоторых моментах, когда мы попадаем в сосуд, все-таки мы же не рентгены, обязательно обрабатываем. В нашем случае спиртом. Как будто они глубоко так сидят, такое чувство.
Ну, на 2,5 сантиметра. Сейчас еще поработаем шею. Угу. Ложимся на спину. То есть это тоже приемы из массажа Туйна. Достаточно болезненные. Потом боль уйдет. Прожимаем ГКС. Здесь не так болезненно, да? Угу. И ГКС тут мягенькая. Угу. Подбородочек снизу. Угу. И еще чуть вдох-выдох. Выдох. Подбородочек снизу. Угу. Чувствуешь, как вытягивается? Угу. И подышим. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. И еще вдох.
Больной, да, палец? Нет, здесь нормально. Другой. Тимур, садись, пожалуйста, туда, ножки клади сюда, поворачивай. Ага. Мы вытянем поясницу. Ноги складывай вперед. Вперед. Угу. Беру за тазовые кости. Угу. Ложу. Делаем вдох. И головой в правую сторону кладемся на меня. На меня. Вот сюда. Давай вдох. И выдох. И расслабляюсь. Выдох. Как натяжение? Было мощное натяжение. Руки делай так вверх. Сцепляй, делай сцепку. Ага, ну только не так, а вот так вот лучше. Вот так. Угу. Вот так вот. И теперь при выдохе кладешься ко мне боком вот сюда вот на колено. Угу. Подтянулся бок? Да. Угу. Давай в другую сторону. Ручки вверх. Выдох. Угу. Почувствуй натяжение здесь. К уху наклонили. Подтянули. С другой стороны. Наклонили. Достаточно. Угу. На меня. Угу. Освобождаем голову. Угу. Еще вдох. И выдох. Угу. Всё. Мы до этого уже все сделали. Проверяем подзатылочную. Еще очень полезно простукивание.
И еще сейчас попробуем по-другому. Ручки за голову. Аккуратненько прогибаемся. Вот такое натяжение у нас с Тимуром сегодня было. Да, всем спасибо большое, приходите на сеансы. Все, первый раз мне поставили иголки. Не больно, но местами где-то больно чуть-чуть, где-то вообще не чувствовал ничего. В общем, выглядит это, наверное, страшнее, чем оно есть. На самом деле, также проработали нормально, прохрустели чуть-чуть. В общем, все как обычно хорошо. Спасибо. Не переключайтесь.